В детстве я мечтала быть врачом. И когда была маленькой, у меня, кстати, была такая сумочка медицинская с крестиком красненьким. И я ходила к соседям, лечила бабушек, измеряла им температуру, слушала их легкие. У меня все были эти медицинские приборы. Но видно, я насмотрелась индийских кинофильмов. Жизнь распорядилась так, что я должна была войти как-то в эту культуру, дотронуться до музыкальной стороны этой замечательной культуры. Моя гостья живет на две страны. Она одинаково любит свои две родины. За вдохновение, силу и энергию. Сегодня у меня в гостях единственная исполнительница индийских песен в Беларуси Светлана Агарвал. Светлана, доброе утро. Доброе утро, намасте, Валерий, намасте. Вы единственная исполнительница индийских песен в Беларуси. Это правда, что ваше увлечение индийской культурой началось еще с детства? Да, с раннего детства вообще. Тогда еще на пике популярности были индийские кинофильмы, и мы с девчонками бегали, смотрели эти фильмы. К слову сказать, фильм «Танцор диско» я посмотрела 9 раз. 9. И каждый раз выходили мы с платочком и плакали, заплакавшиеся все. Ой, это было просто потрясающее впечатление. Эти фильмы давали нам. И вот эта вся красота, вот это наряды, такая. яркость, да, это все очень притягивало. А каким был дом вашего детства? Что в нем было особенного? Дом моего детства. Я часто бывала у дедушки и бабушки. Я вспоминаю. И это арбузы, это дыня, это вареники с творогом и с вишней, которые я просто безмерно люблю. И это обязательно музыка. Это аккордеон. Дедушка рисовал. Да, у него был мольберт. И он рисовал картины. Кстати, его картины в музее. Он занимался фотографией. Я везде была с ним. Мне так это все было интересно. Я творческая личность. Светлана, а ваши родители были связаны с музыкой? Моя мама пела. Пела в хоре, тоже в самодеятельности. Тетя моя тоже пела. И, кстати, шикарные голоса у них были. Поэтому тут, наверное, гены никак не обойти было. Поэтому я с детства уже в музыке, в творчестве. Поэтому я сейчас в своей тарелке чувствую себя прекрасно. Я живу этим и счастлива. Вот вы сказали, что с детства пели. Но, тем не менее, вот после окончания школы вы решили выбрать совсем не музыкальную профессию и поступили в БНТУ. Почему? Я решила пойти в технический вуз преподавателем. Думаю, неважно, какие предметы, пускай техническая дисциплина. Какая разница? Главное, я буду преподавателем, потому что бабушка моя директор школы, дедушка преподаватель истории, мама тоже связана была с преподавательской деятельностью. Я подумала, если не музыка, то почему-то, наверное, преподаватель. Но сидя на уроках, на лекциях, я всегда напевала песни. Мне говорят, а ты, как всегда, поешь. А ты, как всегда, поешь. Но если наши увлечения мы выбираем сами, то вот какие-то судьбоносные встречи в жизни, это, как говорят, уже воля случая или судьбы. Да, не секрет, что ваш муж родом из Индии. Как вы познакомились с ним? Познакомилась я вот как раз-таки в моем техническом вузе. Я училась на специальности инженер-педагог. А супруг инженер-механик. В принципе, все то же самое у меня, только я еще и педагог. Вот так вот шли, навстречу друг другу. Он меня не пропустил, пригласил покушать. А я так сначала с недоверием, думаю, не знаю, еще вижу, что иностранец. Но он по-русски говорил. Говорил по-русски, хорошо говорил по-русски, но от него веяло какой-то чистотой, добротой, и я прониклась доверием. Но все-таки в тот вечер я не пошла с ним ужинать. Ему еще пришлось за мной походить. А вот когда вы познакомились с вашим будущим мужем, наверняка вот ощущалось различие культур, менталитета, религии. К чему было сложнее всего привыкнуть?
Я когда приехала в Индию, да, я, естественно, почувствовала некую разницу. Но ко мне настолько семья отнеслась лояльно, с пониманием. То есть я приехала туда, папа уже подготовил для меня индийскую одежду. И она, кстати, не была расшита там какими-то там узорами. То есть все достаточно было так, как-то, я бы сказала, так по-европейски, да, сдержанно. А вы уже приехали в статусе жены? Нет, я первый раз поехала еще, будучи невестой, потому что я сказала своему супругу, я должна познакомиться с родителями и увидеть, что они согласны, чтобы мы оформили брак наш, чтобы мы поженились. Поэтому первая моя поездка, мне было 19 лет. Тогда я была, боже мой, я думаю, какая молоденькая, какая смелая, да. А вот что в характере индийцев вас поразило больше всего? Мне очень поразило, и до сих пор я восхищаюсь этим. Это почитание старших людей. То есть, если родители говорят, дети всегда молчат. То есть, они всегда слушают, какое наставление дают родители детям. Никто не спорит, да, не говорит, что нет, я этого делать не буду. То есть, меня это восхищало. Восхищало то, что всегда каждый занимался своими делами. То есть, мужчина занимается своими мужскими делами, женщина женскими. А как в вашей семье приняли вашего супруга? Наверняка без каких-то курьезов не обошлось, не так ли? Мой супруг очень такой добродушный, гостеприимный. Первое, что он сделал, это он приготовил кушать маме. Ей очень понравилось это, что он такой гостеприимный, что он такой заботливый, проявлял внимание к ней. Поэтому с этим все было хорошо. И она увидела, что я могу спокойно ехать в Индию с ним, потому что я под защитой. Я так понимаю, что именно знакомство с вашим будущим мужем и стало главной причиной того, что вы запели и решили сменить профессию, не так ли? Пела я еще до знакомства с супругом. Все мои индийские кинофильмы. А профессионально, да, я задумалась уже, будучи с ним, когда моя судьба свела с ним. И я стала изучать язык хинди, чтобы песни исполнять уже осознанно, потому что если раньше я слышала песни, я то, что слышала, то записывала и то перепевала, то сейчас у меня четкий был расклад. У меня была тетрадочка, конспектик, каждое слово, перевод. И самое интересное, когда я в Индию приезжала, я пыталась сама говорить на этом языке. Я говорю на хинди, потому что в Индии, как известно, государственный язык хинди и плюс английский. Они прекрасно владеют английским языком, но то, что они между собой говорят, мне тоже интересно знать, да, мне тоже интересно, вот, что они там говорят такое, да, а мы русские жены такие, нам надо все знать, правильно, что происходит там. Поэтому конспектик был, я слова записывала, и когда я поехала первый раз в Индию, я была там больше месяца, и я уже говорила на этом языке. А родители поддержали вас на пути к большой сцене? Конечно, мама видела во мне уже с детства актрису. То есть я уже стремилась. То есть я все свое детство я занималась в вокально-инструментальном ансамбле. Я пела песни на английском, на итальянском языке. И вот эта Джимми Аджи, это была моя любимая песня. И кто тогда мог подумать, что я потом эту песню запишу на профессиональной студии? И то, что я поеду в Индию и буду общаться с самим маэстро, который создал эту песню. Это, конечно, потрясающе. Я просто благодарю Всевышнего и свою судьбу, что это со мной произошло. Вы все-таки решили поступить в Университет культуры и искусств. А это правда, что на вступительных экзаменах вы исполняли индийскую песню? Да, я исполняла песню на хинди, и, честно говоря, почему-то все удивлялись. Ну как это так? Светлана Адамовна Стаценко, когда впервые услышала меня, она была удивлена, и она: «Агарвал,
я так не спою. И однажды, когда я к ней пришла, она говорит, я сегодня легла спать в 4 часа утра. А что такое? Я смотрела индийский кинофильм. Ты понимаешь? И Агарвал говорит, я раньше так фильмы индийские не смотрела. Ну, я так смотрю, что ваше выступление такое произвело шок в приемной комиссии. Да, они были удивлены, потому что звукоизвлечение индийских песен отличается. Так как мы поем на русском языке, здесь больше задействованы грудные регистры, хотя головные тоже, но немножко по-другому это все происходит. У меня часто спрашивают, как ты это делаешь? Как ты это делаешь? А я говорю, просто немножко по-другому работает голосовой аппарат, но основы вокала те же. Вот я и хотел как раз выяснить, что институт, университет, он, конечно, дал вам музыкальное образование. Вот как вы постигали основы искусства исполнения индийских песен? Ну, все изначально я сама это все изучала. Это потом стала ездить с супругом в Мумбай, в Индию. Мы стали записывать песни с индийским саунд-продюсером, который из меня доставал все просто внутренности, чтобы я только правильный звук дала, а еще правильное произношение. Это было очень нелегко, с меня сходило 100 потов. Кстати, так же вот как 2 года назад я была на студии Баппи Лахири. Баппи Лахири, он и есть создатель песни Джимми Аджа. И он написал для меня 2 песни. И я их скоро, я сделаю премьеру. Традиция индийской культуры, когда исполняется песня, она очень сопровождается танцем. И там много каких-то своеобразных движений, какой-то свой язык жестов. Вот приоткройте, пожалуйста, завесу. Что они означают? Там каждое движение просто рассказывается, Фраза, даже да, целая фраза. Это, кстати, очень сложно. Я считаю так, тут либо надо петь, либо танцевать, потому что все в совокупе это сложно. Вы тоже постигали это искусство? Я глубоко этим не занималась, но какие-то движения общие с танцорами, с группой. Вот я снимала клип в Мумбаи с действующим актером индийским. И ребята танцоры, индийцы тоже, мы репетировали. А индийский танец – это энергичный танец. Меня тоже там 100 потов сходило, я даже сбросила вес сразу, да. Поэтому это нелегко, я хочу сказать, но это здорово, когда тебе это нравится. И вообще, Валерий, если занимаешься любимым делом, то как бы ни было сложно, да, ты трудишься, но ты получаешь удовольствие от того, что ты радуешь результатом людей, зритель твой счастлив, а от этого я получаю просто огроменное удовольствие. Тем не менее, ваше решение покорять белорусский шоу-бизнес индийскими песнями, это был довольно рискованный шаг, потому что не секрет, что публика предпочитает слушать песни на языке, который она понимает, и все-таки вы решили рискнуть. Почему? Потому что это же публика, которая поначалу смотрела на меня изучающим взглядом. То есть я выхожу в индийской одежде и пою на хинди. Конечно, я поначалу не знала, как и что будет, как меня примут. И тут я вижу, что зрители меня принимают хорошо. Это меня стимулировало на дальнейшие подвиги. То есть я уже перестала волноваться и переживать. Но я записываю песни и на русском языке, и немножко даже сейчас в репертуаре. И изменила немножечко направление. Ну, как изменила? Наверное, больше, правильнее сказать, добавила новую грань. Мы, артисты, должны развиваться, расти, да? Мода на песни идет, меняется, звукоизвлечение, манера там какая-то. И это здорово, мне это очень интересно, слушаю много музыки, что-то даже для себя постигаю. До сих пор хожу, общаюсь с преподавателями вокала, поем вместе. И прежде чем идти на студию записать новую песню, я общаюсь с профессиональным
педагогом по вокалу. То есть ты, когда сам поешь, ты слышишь иначе. Когда кто-то извне, он тебе скажет, вот может быть здесь вот так вот, да. Ну, то есть вот как-то так. Светлана, недавно вы получили серебряную кнопку Ютуба. У вашего канала более 100 тысяч подписчиков, а количество просмотров некоторых роликов превышает 4 миллиона. Признайтесь, в чем секрет? Как-то все случайно получилось, я даже не знаю. Мы записали видео в студии, где я записала песню с Геннадием Сороквашем. А видео мне сделала моя менеджер Ирина Вабищевич. Мы выложили это видео, и вдруг, непонятно почему, каждый день огромные просмотры. У меня более 7 тысяч комментариев под этим видео. И тут мы понимаем, что-то мы делаем, видно, правильно, да, что-то правильно мы сделали. И как-то незаметно, очень быстро вот эта цифра выросла, и сейчас растет. И была просто, естественно, удивлена, то, что меня наградили. Миллионные просмотры на Ютубе – это не единственное ваше достижение. Я знаю, что ваше имя внесено в Книгу рекордов Лондона за вклад в развитие культурных отношений Индии и Беларуси. Вот это признание вашей деятельности было для вас неожиданным? Это тоже само пришло внезапно. Я говорю, вы знаете, вот бывает, ты что-то ищешь в жизни, ищешь, и его не находишь. А что-то к тебе само приходит. Но приходит не просто к тебе, вот ты сидишь, ничего не делаешь. Ты просто активно трудишься. Да. И, естественно, там, где ты, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда, поэтому вот эта рыбка в качестве бонуса. Ирина мне звонит и говорит, Светлана, вас хотят внести во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Выдающиеся мировые исполнители за внесенный вклад в развитие двух культур Индии и Беларуси». Я говорю, да ты что? Говорю, ну так пусть вносят, конечно, пусть вносят. Меня пригласили на вручение премии. Мне было очень-очень приятно. Вы живете в Беларуси, пишете здесь, гастролируете в Индии, у вас индийский продюсер. Так не возникло желания переехать в Индию насовсем? Я думала об этом, но все-таки у меня славянские корни, я живу здесь, я обожаю свою культуру. Кстати, в Индии я пою песни на белорусском языке, все очень интересуются этим. И я создаю композиции, в которых я пою на белорусской мове и на хинди. Я сама пишу куплетики на хинди. Мой супруг контролирует сие действия. Я говорю, будем сегодня писать песню. Он, он же не поэт у меня. И я сама хожу, и у нас, в принципе, у меня уже в репертуаре несколько песен, где я сама написала слова на языке хинди, представляете? Поэтому у меня Всемирная книга рекордов Лондона, они вручили мне сертификат, как и автору песен. Мне так это приятно было, что они и это заметили. Очень внимательно, да, относятся. Спасибо им огромное за это. Как ваш муж относится к идее переезда в Индию? Наверное, ему было сложно привыкнуть к белорусскому климату? Несложно. Я хочу вам сказать, когда мы поехали в Индию с ним, это моя первая поездка, и когда мы возвращались мы в Москву, в Шереметьево, и когда мы спускались по трапу самолета, мой супруг посмотрел на людей, россиян, и говорит, свои. Светлана, сложно пробиться в индийском шоу-бизнесе? Мне кажется, там просто какая-то невероятная конкуренция. Конкуренция, да, невероятная, и я это почувствовала. Может быть, мне немножко легче, что я как экзотика и в Беларуси, и экзотика я в Индии тоже, понимаете? То есть я славянка, да, и пою на языке хинди, разговариваю на хинди. И их это очень удивляет, и ко мне очень большое внимание оказывается. Ну вот вы уже упомянули о вашем сотрудничестве с Баппи Лахири, королем диска Индии, и сказали даже, как вас познакомили. Вот ваша первая встреча, как она проходила? Ой, для меня это было очень волнительно. Но где-то уже минут через 10 я поняла, что человек, который встретил меня,
благородный, воспитанный, без какой-то звездной болезни, потому что он звезда, и это достаточно рядом с ним посидеть. Да, это мирового уровня. И все. У меня столько предложений. Вот я с ним рядом посидела, у меня уже предложений куча была. И в Гоа в видеоклипе снятся, и Капил Шоу Шарма. Есть такое шоу необыкновенно популярное в Индии. И у нас уже была дата, мы должны были туда идти. И, к сожалению, вот коронавирус нам это все приостановил. Да. Ну, ничего, жизнь нам дается с какими-то сложностями, и не надо их бояться, надо стараться. Вообще дух должен быть сильный. Если дух сильный, пройдем, все пройдет. Шелковой ниточкой невероятно связаны две судьбы, но непонятно сердцу, что рвется в закат, а я на восток обратно. На сцене у вас яркий образ, вы женщина-праздник. А какая вы дома, где видят вас только самые близкие люди? Я такая же женщина-праздник, да. Я затаю весь тон, то есть утром просыпаясь, я всегда настраиваю себя на положительные мысли. Что бы ни происходило, все равно я найду какой-нибудь кусочек счастья для себя. И всегда этот кусочек счастья стараюсь передать. Даже бывает так, что я звоню подруге и говорю: слушай, у меня такое классное настроение, хочу поделиться с тобой. Вот только вот просто зарядить позитивом. Очень люблю, когда люди улыбаются. На сцене вы успешная, самостоятельная. Можете вы позволить себе быть беззащитной? Или это большая роскошь? Я женщина, да, и поэтому, естественно, могу позволить себе быть беззащитной, слабой и всплакнуть. Но это у меня так моментально. Обычно это происходит так. Я ухожу в другую комнату, ровно через минуту выхожу, и все, ничего, ну, как бы я опять. Но, конечно, мне приятно ощущать заботу, поддержку, плечо семьи, супруга, друзей. На какие жертвы приходится идти ради сцены? Ведь всегда нужно быть в форме, нужно контролировать работу большой команды, нужно бороться за зрителя. Жертвы, ну, если только, например, за день, наверное, до концерта я стараюсь вот такое сладенькое, вкусненькое не кушать, которое смотрю, просто у меня слюнки бегут. Жертвы, не знаю, для меня моя работа — это вообще просто счастье. И ради этого, ну, я бы даже не сказала, что это жертва. Единственное, что, может быть, я меньше внимания уделяю своей семье, своему сыну. Думаю, все ли я спросила там, а как вот там... Ну, он у меня уже взрослый мальчик, поэтому, слава богу, самостоятельный сам. Работает, зарабатывает. Ну, я не знаю, работа для меня — это наверное, не времени не жертва. хватает, Да, на только себя. времени, что не хватает. А так это не жертвы. Нет, работа. Творчество для меня — это часть, важная часть, одна из важных частей моей жизни. Но это еще хорошо, когда понимают дома, поддерживают всячески. Понимают, Вот это очень важно. поддерживают. Слава богу, никто не мешает. Ну, критика, конечно, бывает. Но, как им кажется, конструктивная. Наверное, Я не это в всегда. большей степени относится к сыну. Да, он у меня вечно такой вот, так строговатенько, и так не бережет словами маму. А как он вообще относится к вашему творчеству? Он слушает ваши песни Да, ему нравится, песни мои слушает, и критикует? критикует, да, дает замечания, делает замечания. По делу? Бывает по делу. А бывает, что я, например, так не считаю, поэтому говорю: ну, хорошо, вы новое поколение, у вас другие взгляды, дай маме покупаться в своих взглядах. То есть, ну, как бы, меня тоже понимать нужно. А вы не пробовали петь вместе с сыном? Он не хочет, хотя он играет на гитаре, он поет песни, и у него хороший голос, но сцена, он не увлечен этим. Он говорит: достаточно того, что ты у нас там, достаточно. Наша программа называется «Смысл жизни». Для вас в чем смысл жизни? Для меня смыслом жизни является, во-первых, сама жизнь. И умение радоваться,
любым мелочам. Потому что многие люди, бывает, не замечают хороших вещей, которые происходят с ними, не делают на этом акцент, а больше акцентируют внимание на каких-то проблемах. Проблемы есть у всех. Но надо уметь распознать в этой жизни яркие моменты, которые будут тебя поддерживать, которые будут помогать твоему огоньку внутри гореть. И ты должен этим зажигать. Я, например, получаю огромную радость, когда вокруг меня счастливые лица. Вот в этом и смысл моей жизни. Это что-то из индийской философии. Да. Агни. Агни. Вот, видите, да. Может быть, я в прошлой жизни и бывала в Индии, так, мне так кажется, не знаю. Вот самое главное, чтобы люди умели быть счастливыми. Светлана, я хочу, чтобы ваше творчество дарило людям счастье, радость и улыбки. Спасибо огромное, Валерий. Ой, какие цветочки. Спасибо огромное, Валерий. Счастья вам огромного. От вас исходит такая доброта, такая душевность. В вашей семье тепла, света и уюта. Спасибо огромное. Это был смысл жизни Светланы Агарвал.